Закройте глаза и представьте. Прикосновение, от которого не хочется сжиматься. Момент, когда ваше тело наконец расслабляется, а голова перестает контролировать каждый вдох. Если вы женщина и тема интимной близости для вас это боль, стыд или просто супружеский долг. Если вы мужчина и хотите видеть свою женщину по-настоящему раскрепощенной и счастливой, а не имитирующей удовольствие, то досмотрите это видео до конца. Меня зовут Александр, я практикующий йони-массажист. Без заумных слов и мистической шелухи расскажу, что такое йони-массаж, точно ли это не секс, какая польза для мужчин и женщин, какие проблемы он решает, а также поделюсь одной историей из практики, которая поменяла жизнь девушки в лучшую сторону. Итак, я знаю, о чем многие подумали в первые секунды. Очередной гуру интимных услуг или это что-то развратное. Я вас не осуждаю. Мы живем в обществе, где тема женского удовольствия либо табуирована до мурашек, либо опошлена до уровня фильмов для взрослых. Золотой середины почти нет. Из-за этого женщины годами живут с проблемами, которые считают своей нормой. Мне не нравится, когда трогают там. Классический половой акт — это больно, но я терплю. Финиш? Наверное, мне просто не дано. Или самое страшное, я как бревно, ничего не чувствую, или я фригидна. А мужчины теряются. Они искренне хотят доставить удовольствие, но боятся сделать больно, не угадать или выглядеть как-то глупо. И в итоге все это скатывается в механические движения, обиды или полное отсутствие близости годами. Так вот, йони-массаж — это один из ключей, который открывает дверь из этого тупика. Что такое йони-массаж? Слово йони имеет два определения. Первое — это женские половые органы. Второе — это священное пространство, источник. Место, откуда мы все с вами появились на этот свет. Согласитесь, звучит гораздо уважительнее, чем просто половой орган. На это мы и опираемся, чему, собственно, и учит эта практика. Уважение к этой части тела. Тысячи лет назад в Индии женское тело воспринималось не как сосуд, а как источник колоссальной жизненной энергии. Только раньше это было частью духовного пути. Сегодня мы, убрав религиозный и мистический флер, можем использовать те знания как мощный инструмент телесной терапии. Именно поэтому в правильном массаже так важны принципы безопасности и глубокого уважения, а не погоня за быстрым результатом. Если убрать эзотерику, йони-массаж — это глубокая телесная практика. Ручная работа с областью женской промежности, которая не предполагает никаких игрушек и других частей тела массажиста. Оргазм или сквирт не являются целью, а просто как положительный побочный эффект. Но если женщина хочет их получить, то мы можем работать в этом направлении. Цель — снять напряжение, зажимы, пробудить чувствительность, женственность, сексуальность и убрать эмоциональные блоки, которые там застряли. Наш организм устроен мудро. Если женщина пережила стресс, грубое обращение, неудачные роды, длительное воздержание без желания или просто хроническую усталость, мышцы тазового дна реагируют всегда одинаково, спазмом. Они запираются, как панцирь. Вы можете уговаривать себя расслабиться, но мысль ваши мышцы не расслабит. Нужно бережное, осознанное воздействие. Мы нежно помогаем тканям и нервным окончаниям вспомнить состояние покоя и удовольствия. А это точно не секс. У многих в голове сейчас картинка. Мужчина делает женщине приятно руками, и это заканчивается бурным финалом. Да, внешне это может напоминать интимную ласку. Но разница между массажем и сексуальным контактом колоссальная. Вот три главных различия. Первое — цель. В сексе всегда есть сценарий. Прелюдия, возбуждение, финал. В йони-массаже сценарий всегда один — присутствие. Мы не гонимся за оргазмом. Более того, задача мастера не доводить до него специально, если это, конечно, не запрос женщины. Задача напитать ткани кислородом, кровью, убрать болевые точки, показать, какие зоны у нее еще откликаются или развить в них чувствительность. Оргазм может случиться, а может и нет. И оба варианта одинаково хороши. Это снимает огромный груз ожиданий. Второе — власть и контроль. В массаже женщина главный режиссер. Я всегда говорю перед сеансом, ты можешь остановить процесс абсолютно в любую секунду, просто сказав стоп. Здесь нет проникновения в привычном смысле. Давление, глубина, темп — все регулируется обратной связью. Это не меня берут,
а меня изучают с моим разрешением. Третье. Отсутствие эротического подтекста со стороны мастера. Это самое сложное для понимания людей. Как у врача-гинеколога, у мастеров нет сексуального желания в процессе работы. Здесь задача поставить свою чувственность на службу исцелению, а не удовлетворению собственных потребностей. Если мастер не соблюдает эту границу, это уже не йони-массаж, а банальное использование клиентки. Какие проблемы решает массаж? Чаще всего приходят 4 категории запросов. Боль и дискомфорт, вагинизм, диспаурения, боли после эпизиотомии или кесарева. Здесь массаж работает как мягкая такая физиотерапия. Здесь убираются триггерные точки, которые создают спазм на входе. Это реальная помощь, которая помогает отказаться от обезболивающих и страха близости. Потеря чувствительности. Знакомая история, да? Вроде и муж хороший, и обстановка, а я как будто деревянная. Мы сидим в офисе, нервничаем, зажимаем ягодицы и промежность. Кровоток нарушается, нервные окончания перестают посылать сигналы в мозг. Йони-массаж – это перезагрузка нервных путей. Мы буквально заново учим тело чувствовать. Эмоциональный блок и холодность. Знаете, наши гениталии помнят все. Первый неудачный опыт, грубое слово партнера, стыд перед зеркалом. Это живет в мышцах годами. Йони-массаж позволяет, наконец, прожить это и отпустить, потому что это работа не через голову, а через прикосновение, через принятие. Аноргазмия. Представьте, что вы хотите чихнуть, но не можете. Вы подходите к этому пику, и все обрывается. Вот так женщины живут с аноргазмией. Йони-массаж – один из самых эффективных способов пригласить оргазмы в свою жизнь. Да, это может быть не с первого сеанса. Да, на это влияет огромное количество различных факторов. Но массаж поможет их открыть для вас. И в постели уже не будет никаких сложностей с ними. Реальная история, как это меняет жизнь. Я хочу поделиться с вами одной историей. Девушка 22 лет, пережила тяжелое расставание, вся зажата, будто не уверена в себе и в своей сексуальности. Оргазмов от проникновения у нее никогда не было. Плюс вдобавок в отношениях с партнером она получила вагинизм. Когда она пришла на первый сеанс, ее тело было как натянутая струна. Мы работали медленно. Дыхание, тело, затем внешние прикосновения. При работе с внутренними половыми органами были сложности. Максимум, что я мог сделать, это кое-как двигать подушечкой среднего пальца. От 2 пальцев там вообще не шло никакой речи. Несмотря на это, все ей понравилось, все прошло хорошо. На втором сеансе влагалище поддавалось уже чуть лучше, но все равно было очень сложно. Я решил немного симпровизировать и сделать все, так сказать, неправильной техникой. Правильная техника – это движение вверх-вниз. Я все делал поступательными. Но, когда есть понимание, на какую зону ты воздействуешь этими движениями, оно, в принципе, допустимо. И, несмотря на сложности, мы получили первый вагинальный оргазм в ее жизни. К 4-му сеансу следа от вагинизма уже не было, а до оргазмов она доходила в разы легче, причем не до одного. После каждого сеанса она сияла, ее уверенность и любовь к себе с каждым разом становились сильнее. Настроила личную жизнь, и отсутствие оргазма в постели она больше не вешала на себя. Она прекрасно понимает, что может их получать, и прекрасно понимает, как мужчина должен к ней относиться. Кстати, больше разных историй у меня написаны в телеграм-канале. Можете подписаться и почитать. Как проходит сеанс йони-массажа? Шаг 1. Знакомство. Все начинается при разговоре, в одежде, за чаем. Обсуждаются или дублируется запрос. Возможно, что-то беспокоит, возможно, есть боль при интиме, или нет чувствительности, или просто желание познакомиться с собой по-новому. На этом этапе объясняется техника безопасности, как проходит сеанс, что может делать женщина и само стоп-слово. Шаг 2. Подготовка к сеансу. Когда все проговорили, женщина принимает душ, а мастер делает последние подготовительные штрихи. Шаг 3. Первый контакт. Все начинается с настройки. У каждого мастера она может проводиться по-разному. Кто-то делает дыхательные упражнения, кто-то добавляет различные приемы из тантры. У меня, например, сеанс начинается с раздевания, когда я сам это все делаю. Шаг 4. Массаж тела. Далее мы переходим к массажу всего тела. Наша задача дать привыкнуть женщине к нашим рукам, расслабить тело и голову, нормализовать кровообращение по всему телу. Если есть зажимы и триггерные точки, поработать с ними. Шаг 5.
работа с половыми органами женщины. Только когда тело готово, надеваются перчатки и используется лубрикант. Мы не вторгаемся внутрь. Сначала проходит работа с вульвой, а затем уже в медленном, миллиметр за миллиметром, исследовании стенок влагалища. Мы ищем зоны и прорабатываем их. Через аккуратное надавливание, поглаживание и вибрацию мы просим мышцы отпустить зажим. Самое удивительное случается тут. Женщины внезапно осознают, что там есть чувствительность, о которой они даже не знали. Или приходят эмоции, смех, слезы, где-то гнев. Это тело разряжается. Это абсолютно нормально и работает исцеляюще. Противопоказания. И здесь я обязан сказать о важном. Йони-массаж — это не панацея. Есть состояния, при которых сеанс не проводится до консультации с врачом. Это острые воспаления, инфекции, первые дни цикла, беременность с осложнениями или недавние хирургические вмешательства. Это не прихоть мастера, а забота о вашей безопасности. Любой грамотный специалист прежде всего спросит о самочувствии. И если есть сомнения, порекомендует сначала посетить доктора. Коротко о подготовке к сеансу женщинам. И раз уж заговорили о безопасности и комфорте, дам еще несколько простых ориентиров специально для тех, кто уже сейчас примеряет эту практику на себя. Или, возможно, тревожится о мелочах. Первое — гигиена. Достаточно обычного душа. Не нужно специально краситься перед сеансом, использовать сядушки или как-то иначе готовиться. Ваше тело не должно чувствовать себя на экзамене. Второе. Цикл. Вы можете прийти в любой день, кроме тех, что обговорены с мастером. Обычно исключаются дни менструального цикла, а лучшими считают близкими к овуляции. И стоит отметить, что если прийти за 2-3 дня до начала менструации, массаж может спровоцировать ее раньше. Третье. Стеснение. Это абсолютно нормально. Первые минуты почти все чувствуют неловкость. Поверьте, она уходит очень быстро, как только тело понимает, что здесь безопасно. И самое важное, вы имеете право в любой момент сказать «стоп». Это не испортит сеанс и не разочарует мастера. Ваш комфорт первичен. По-настоящему грамотный специалист воспримет это как часть работы, а не как обиду. Польза для мужчин. Теперь несколько слов мужчинам. Вы смотрите это видео, скорее всего, потому что хотите счастья для своей женщины. И это действительно очень здорово. Что даст понимание этой практики лично вам? Первое. Снятие страха. Я сделаю ей больно или что-то не так. Когда вы понимаете, как работает анатомия и анатомия возбуждения, неуверенность быстро уходит. Свобода от одержимости оргазмов. Вы перестаете тарабанить в одну и ту же точку, надеясь на финал. Вы начинаете исследовать нюансы, и женщина это чувствует. А сами оргазмы придут в разы легче, чем вы думаете. Глубокая эмоциональная связь. Когда вы способны дать женщине пространство, где она может быть расслабленной, а не в образе, она открывается вам совершенно иначе. Вы становитесь для нее не просто партнером, а безопасной гаванью. Четвертое. Понимание, как устроена женщина. Для своей половинки вы станете более чутким любовником. И мысль о том, что вы можете делать то, чего не умеет 90% мужчин, исключит любые сомнения в вашей неудаче в постели. Я не призываю вас сейчас становиться массажистами-профессионалами, но я призываю перенять подход. Больше внимания, меньше механики. Помнить, что прикосновение к телу — это прикосновение к душе. Если видео было полезным, поставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить еще более интересные и полезные видео. Всем спасибо и пока.